Ты в любом случае возьми нашей лучшей пыли-то немного, а? Ну, мало ли пригодится она тебе, да? Вот. Так, все, давай работай. Так. О! Воу, О! что за черт? О май гад, о май гад, о май гад, о май гад! Так, погодите, то есть епископу более миллиона лет, отец является эльфом, Джону снятся кошмары, и GDH напрямую говорит, что Луки, возможно, самый опасный противник. И все это на фоне того, что Лолошка и Джон соединяются, и времени все меньше и меньше. Черт возьми. А есть хотя бы какая-то зацепка, где нам скажут, что все не так плохо, и нас не побьют по жопе. Давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы боимся. Давайте так, у нас GDH, которому на полном серьезе кто-то засунул в голову кошмары об отце, зарождении бессмертного епископа Лукия и некого сына, который вечно хотел помогать своему, опять же, отцу. Ничего не понятно. Из всей этой истории важно то, что мы мимолетно увидели время, возможно, за миллионы лет до того, что есть сейчас. То есть до сегодняшних событий. Мы увидели время, когда, получается, мироходцев не существовало. Цитирую GDH. Мы видели времена, когда появились самые первые носители вспышки. Но как мог Луки жить уже тогда? Сколько миллионов лет ему должно быть в таком случае? Да этот враг будет пострашнее любого, с кем я сталкивался раньше. Вот так вот. Скажу честно, это то самое приветствие, где мне страшно делать теории и догадки. Перед нами явно очень важный кусок лора, поэтому давайте будем смотреть и не будем коверкать. Короче, на самом деле меня пугает, что все это происходит на фоне соединения Лолошки и Джона. Казалось бы, можно было бы... Что? Гимлин? Куда это он ушел? Он ушел в дом Беренгария, точнее в подвал Беренгария? Не понял. Как будто он там что-то ищет. А теперь идет наверх. Гимлин, ты неужели обворовываешь Беренгария? Так, ладно, я хотел сказать, что вся вот эта ситуация, которая нас окружает, происходит на фоне соединения Лолошки и Джона. И поэтому мы не можем просто сесть и подумать, так как времени мало. Так, Гимлин снова идет, видимо, снова в подвал. Я сейчас обязательно пойду туда, но перед этим давайте проведаем Невера. Эй, Невер, привет. Чё, как у тебя дела? Мрак. В моей душе поселился мрак, Ророшка. Я думал, это последствия воплощения. Но после падения Эшхолда, после того, что стало с Марком, эта тьма стала больше. Вот... Она гнездится где-то здесь, в сердце. О, Ророшка, мрак заполняет меня. Самое черное перо в моих крыльях не сравнится с темнотой внутри меня. Да, Невер. Слушай, я... Никогда. Я никогда не смогу изжить из себя то, что я делал. Да, я понял, Невер. Тебе придется научиться с этим жить. У меня нет волшебной пилюли, которая бы избавила тебя от этих страданий, поэтому я... Я не понимаю, зачем? Все бессмысленно. Кар. Ой-ой-ой. Я раньше думал, что Невер мрачный, но как же я ошибался. Теперь, кажется, мрачнее уже некуда. Он действительно сдался. Оу. Это... Сильный монолог, скажем так, со своей душой. На самом деле, Невер все, что сейчас рассказывал, он скорее не Лолошке рассказывал, а самому себе. То есть он как бы в итоге ищет оправдание, но оправдание не находит. Хотя здесь уже скорее не оправдание, а просто смирение. Мрак заполняет меня и все мое сердце. Да, это звучало, честно говоря, так себе. Эй, Гимлин! А ну, какого черта? Что это? Это ты, Лолошка. А я вот тут, Беренгария вспомнил, да. Скучаю я без этого долгорослика-то, ну как бы. Эй, Гимлин, чего это ты так испугался, когда я зашел? Да не-не-не, Черт. Да я Лолошка,
Я, наверное, пойду, ладно? Эй, Я Берин... потом это- Да. Что ж, надо будет потом спросить у Беренгария, что это за напиток такой, к которому Гимлин так пристрастился. Ха-ха. Ё-моё. Так ты реально обворовываешь Беренгария. Напиток, та самая медовуха. Так, погоди, а где ты его искал? Получается здесь? Ну да, тут же бочки. И по итогу ускакал к себе в кузницу, чтобы что-то делать. Да, наш маленький коротышка подсел на алкоголь. Ну-ка, а что у нас с Балсмогом? Так, здесь его нет, здесь... О, Балсмог. Привет. Чего не работаешь? Опять скажешь, что тебе спарки нужны? Я просто не понимаю, зачем я-то тебе здесь нужен? А почему ты вообще это спрашиваешь постоянно? Ты хороший кузнец, а здесь безопасно. Не то, чтобы у тебя есть много вариантов, куда идти в Архей, разве нет? И что это для меня должно значить? Ну, я про то, что Эшхолда больше нет. Где ты сможешь устроиться работать, а? Чего? Эшхолд? Подожди, я что-то не догоняю? А куда Эшхолд девался? Стоп, ай-яй-яй. Тебе же еще не рассказывали, да? Чего мне не рассказывали? Что ты Тихо, мне... тихо, успокойся. Эшхолд, он был уничтожен в результате атаки монстров. Почти все человечество было уничтожено. Да... Это как это? Да, Балсмог, прости, мне жаль, я не знаю, я не уверен, что тебе вообще есть куда возвращаться. Да, чё же тогда кенты-то мои? Где мои кенты? Ну, здесь возможно, им удалось спастись, и они сейчас живут в лагере беженцев. О, что же это? Да мне ж здесь никто не рад. А там у меня чё, и нет никого, что ли? В смысле? А почему ты думаешь, что здесь тебе не рады? Да, я, может, дневной школы никакой не получал. Да я не такой тупой, чтобы думать, что я желанный гость, когда мне говорят: проваливай отсюда, тебе тут не место. Я понял. Вообще, слушай, Невер тут так ко всем относится, Чё? поэтому... Подожди, вашего коротышку тоже Невером звать, что ли? Так тебе так Гимлин сказал? Ну вот. Я никогда особо никуда не вписывался, пока с кентами своими не познакомился. Вот с ними мы были прям, на короткой ноге. Но в остальном, мне быть одному не впервой. Но сейчас ты мне говоришь, что никого почти не осталось совсем, да? Как это? Как мне жить-то теперь? Слушай, Балсмог, а может быть где-то есть еще орки? Ну, есть, конечно. Раньше были, точно, да. В горах, на севере, далеко за Ингентафом. Многие наши ушли туда, когда зараженных стало больше. Но это мне мамка рассказывала, а ей ее мамка. Давно это было. Никто не ходил проверять, есть там кто-то или нет. И я не пойду, не пойду. Мне шкура моя дорога. Да, остаюсь и здесь тогда. Ну знаешь, это отличная новость, Балсмог. Но с парки ты мне все равно будешь платить. Я просто так работать не буду. Кто бы сомневался. Да, рад, что мы находим общий язык. Погоди, а почему ты не работаешь? Давай, вперед! Может быть, я что-то купить у тебя хочу, не? Так, Гимлин, у меня к тебе два вопроса. Первое, что это у тебя там за эликсир у Беренгария? И второе, ты зачем Балсмогу такие вещи говоришь? А ну-ка поговорить. Ложка, слушай, знаешь, я чё подумал-то? Мы тут, конечно, все у тебя в гостях и все такое. Я благодарен за гостеприимство, но... Ты все-таки сам нас пригласил всех сюда. Господи, Гимлин, хватит мямлить, говори прямо уже. Ладно, ты не мог бы не шастать по нашим домам? Мало ли чем мы там занимаемся-то. То есть это о том, как ты шастал по дому Беренгария в поисках выпивки, да? Да вот я о чем и говорю-то. Узнал бы ты об этом, если бы ты не шастал, а? Слушай, Гимлин, ты может быть и прав, что я в некотором роде вторгаюсь в ваше личное пространство, но причины твои для этого разговора мне очень не нравятся. А мне, может быть, ты тогда не нравишься? Долгорослик. Эй, Гимлин, куда... Ладно, я однозначно должен поговорить с Беренгарием.
Вот тена. Так, слушайте, ну на самом деле, я думаю, Гимлин не хотел этого говорить. Давайте по-другому. Он, скорее всего, выпил эту самую медовуху, и прямо сейчас он под состоянием алкоголя. Но с другой стороны, я уверен, что он бы этого не сказал, если бы не пристрастился к этой медовухе. А вот то, что он пристрастился к ней, это уже отдельный разговор. Он даже идет уже на воровство. На всякий случай проверим Балсмага. Все еще сидит, я понял. И, наверное, на всякий случай надо бы еще проверить Альфреда и GDH. GDH я пока не вижу, а вот Альфред, ну, лежит. Так, здравствуйте. Здесь кто-нибудь Привет. Тебе нормально? Слушай, симпапусик, вообще-то я сейчас обдумываю наши дальнейшие действия. Да уж, Джон. Ты имеешь в виду, помимо возможности просто телепортироваться к Лукию через артефакт, да? Ой. Ты не был там, Лолошка. Ты не был. Что бы там ни твердили остальные вокруг тебя, мы с тобой смертные. И здесь, в мире, где у нас нет доступа к нашим маскам, мы смертны особенно. Да, я считал Луки обыкновенным фанатиком со своей повесткой. Потом я думал, что он может оказаться фанатиком-мироходцем, поскольку он долгожитель. Но после того, что я увидел в своем сне, Лолошка, я понимаю, что мы не можем соваться в драку без должной подготовки. Но, Джон, Да это... что но? Послушай меня хоть раз, Лолошка! Даже вся армия гнолов, которая охраняет коридоры и пещеры их царства, не пугает меня так, как наш дорогой епископ. О, так ты все-таки испугался. А сказал, что не испугался. Ой, да серьезно? Это то, что ты сейчас хочешь обсудить? Нет, подожди. Значит ли это, что великий и прекрасный Джон Дэйви Харрис, тот самый Джон Дэйви Харрис, что прославился на две реальности тем, что не врет, в этот раз соврал? Что? Это была не ложь. Я никогда не... Уйди, Лолошка. Эй, да ладно тебе, Джонни, ну с кем не бывает. Ну, приврал немножко для красного словца, какая... Нет, ты не понимаешь. Процесс нашего соединения. Все стало еще хуже, Лолошка. Если начали меняться ключевые ценности и даже ключевые взгляды, те аспекты личности, которые являются ее корнем, то есть самые глубинные убеждения, это означает, что процесс зашел намного дальше, чем нам с тобой кажется. Уйди сейчас же. Займи себя чем-то. Я должен внести коррективы в свои расчеты с учетом новых данных. О, черт. Черт. Ага. Офигеть, Джон реально научился бояться. Ну, мы как бы понимаем, почему он научился бояться, потому что он это, по сути, перенял от Лолошки. Так, ладно, шутки шутками, но я ведь действительно впервые поймал Джона на обмане. Да, конечно, я бы это даже обманом-то не назвал, но Джона это явно сильно задело. Честно, я бы не хотел становиться Джоном, но должен сказать, когда мы объединяем усилия, мы становимся намного сильнее. И я испытывал чувство, близкое к эйфории, когда направлял в него свою энергию. Как будто мы обменивались силой, а не я отдавал свою. Может ли это быть такое, что Джон не совсем верно трактует происходящее? Ладно, в любом случае, сейчас бесполезно пытаться с ним что-то сделать. Раз у меня появилось немного свободного времени, наверное, стоит проверить Сайрису и поговорить с Беренгарием про Гимлина. Ага. Я, кстати, вот что заметил. Лолошка все больше начал мыслями походить на Джона, а Джон мыслями все больше походить на Лолошку. О, кстати, что-то там делает реально. Ну, ладно, занимается, пусть занимается. Значит, в отличие от GDH, Лолошка думает, что не Лолошка отдает свою силу, а скорее мы вместе обмениваемся силой. Типа, у него есть то, что не хватает Ло, ну то есть мне, а у Ло, то есть меня, есть то, чего не хватает Джону. Это на самом деле куда более правдоподобная теория, и да, мысли Лолошки в этом плане как будто правильнее. Давайте так, раз уж мы должны проверить Сайрису, то мы прямо сейчас нажимаем повышение уровня и тратим очень много спарков на прокачку выносливости. Раз, два, 3, потом немножко силы, раз, два, и после этого бам!
Да, я прямо сейчас действительно потратил практически все свои спарки. И у меня 404 выносливости. Обалдеть. Сейчас у моего меча урон 70 плюс 34. Обалдеть, как же это много. Я думаю, то, что сейчас при помощи сферы желаний используем, а также при помощи этой крутой прокачки мы сможем легко убивать леших и жестко нафармить новые спарки. Я, по крайней мере, в этом уверен. Переместиться. Далее, давай-ка, наверное, в лес. То есть мы сейчас не к землянке Сайрисы, а в старую вырубку. Угу. Всем привет. Лешие стоят, это хорошо. Я очень надеюсь, что мы прям быстро сейчас расправимся. Ну давай. Опа! Выносливости тоже дофигища. Я могу делать практически бесконечные перекаты. Такое ощущение, что у меня выносливости больше, чем у Джона. А еще вот так-то могу. Опа! Сколько у тебя... уже половину хп снял? Да ладно. Так, погоди, если я сейчас еще немножко... И все. Обалдеть, как я быстро его убил. За каждого лешего примерно 1000 спарков. Ну чё, пофармимся. Кстати, ребята, я забыл кое-что рассказать. Мне дали подсказку, как драться с лешими. То есть, даже не так. Мне дали подсказку, как эффективнее драться со всеми. Возвращаемся в сновидение. Благо, у меня есть пламенный кристалл скинта. И, так как леший состоит из дерева, против него очень хорошо используется как раз-таки пламя. Те самые аспекты, которые добавляются в наше любое оружие. Пламенный я забираю. Да, у меча чуть-чуть меньше урона, но именно против леших, по идее, будет наоборот круче. Как говорится, не проверишь, не узнаешь. И в итоге за один удар сколько я ему сниму? Вот, допустим, один. Чисто один. О, нифига себе! Подожди, еще один удар. И в итоге он даже поджегся. За 2 удара я ему снял практически половину. Да ладно! Вот это я понимаю не зря. Так, еще вот так вот теперь сделаем. Он супер-мега поджегся. И ты хочешь сказать, что я его сейчас убью прям моментально? Все, он умер. Обалдеть. Это очень круто. Но при всем этом против других мы теперь сможем драться чуть-чуть менее эффективно, потому что урона стало меньше. Но главное, что против леших это теперь будет самое то. Получайте, демоны! Ладно, нам нужна землянка Сайрисы, поэтому не будем отвлекаться. Воу! Идиот, человек! Леди Сайриса, ну что же вы на меня-то вину свою прикладываете? Я же сказал вам, не стоит активированную смесь уксусом глушить. Ты зачем в смесь чернильный порошок добавил? Так как оно, зачем-то, как оно? Чтобы показывать вам, сколько газа выделяется, когда вы так вот и делаете. Вы, когда его не видите и не чувствуете, пары вдыхаете, девушка. Это же оно для организма-то как? Вредно оно? Тем более для женского. Это что должно значить? Женского организма? Да ладно, ничего предосудительного. Ну, просто известное же дело. Ну, газы, они на женщин влияние могут оказывать. Да ладно, хватит. И все равно не смей мне больше указывать. Ладно. О, ты погляди, кто тут у нас. Лололошка собственной персоной. Что привело тебя к нам, Лолошка? Да, я вот решил проведать, как ваши дела с исследованиями. Я смотрю, работа кипит. Точнее не скажешь. Я не разделяю веселого настроения. Да что такое? Я не вижу причин печалиться, уважаемая эльфийка. Все-таки нам удалось усовершенствовать пыль. И, кстати, Лолошка, даже протестировать ее на человеке. Что? На каком человеке вы тестировали? Ай, да как это на каком? Тут не так-то много человека в округе. Но мне, само собой. Ай, да ты же не зараженный. Во всяком случае, тем заражением, от которого мы пытаемся избавиться. Я ничем не болею, ты не переживай. Я по жизни такой. Ты Лолошка-то, ты не волнуйся. Мы проверили пыль на мне и на зараженных животных. Так, Беренгарий, и какие результаты? Длительность успокаивающего эффекта удалось почти утроить. В некоторых случаях заражение вообще как будто останавливается. Эй, человек, прекрати давать ему ложные надежды. Ай. Да, нам удалось довести рецепт до идеального соотношения ингредиентов. Любые изменения приводят к ухудшению формулы. Так, а разве это не отлично, не? Нет, это не отлично. Пыль все еще не избавляет от заражения.
А как улучшать ее дальше, мы не знаем. Чего-то явно не хватает. Если мы не поймем, что мы упускаем, мы не сможем придумывать лекарства. Ну, это, кстати, верно. Не врет эльфийка, не врет она. Я все свои знания, какие имел, перебрал. Все варианты попробовали. О, Зариса-то не просто так к делу подошла, системой подошла. Мы все возможные комбинации выписали, потом начали менять ингредиенты. Но не получается лучше, ну, не получается. Ой, короче, там проветрилось, кажется. Я пойду попробую еще что-нибудь. Ладно. Ты, Лолушка, ты в любом случае возьми нашей лучшей пыли-то немного, а? Ну, мало ли пригодится она тебе, да? Вот. О, улучшенная чарующая пыль. Спасибо, Беренгарий. Да за что ты? За что благодаришь? Чего ты, Лолошка? Я рад полезным быть. Рад быть в пределе. Пойду-ка я, наверное, да? А то начнет эльфийка опять себя газами вредными травить. Пока я не вижу. Стой, Беренгарий, подожди. Да? Чего у тебя? Так, а что у меня? Слушай, а что за зелье ты даешь Гимлину? Он очень уж к нему пристрастился. Я как-то волнуюсь. Эй, Беренгарий, а ты уверен, что эту пыль безопасно использовать на людях? Передай Сайрисе от меня тоже спасибо, ладно? Слушай, а что за зелье ты даешь Гимлину? Ой, да там ничего особенного, Лолошка. Ну, не знаю, может быть там ингредиент какой-то, который вызывает привыкание у дворфов? Не-не-не-не, тут это в другом дело. Но штука эта опаснее любого привыкания. Что в итоге это за штука-то? Горе это, Лолошка, горе. Не знает Гимлин, как со своей виной перед товарищами справиться. Он ведь столько детей без родителей оставил. Он друга потерял своего, в котором родственную душу нашел. Я про багрянника вашего. Знаешь, мне вот иногда кажется, самых сильных воинов не смерть забирают, а горе. Горе оно такое. Если не найдет двор в себе решимости простить себя, так и сгинет с бутылкой. Но чтобы это осознать, ему время надо, времечко. И друзей, которые будут рядом, когда он будет готов. Я понял, Беренгарий. Я буду рядом с ним. Да. Ты только не дави на него, не надо. Ты не отбирай сейчас у него бутылку. Таким, как он отгоревать нужно именно так, вот так, в одиночку, с собой. Я не уверен, что так будет правильно, но я бы даже, честно говоря, и не знал, как сейчас помочь. Лолошка, ты запомни, не все то, что тебе правильно, правильно для других. А я все-таки пойду, наверное, да. Удачи вам там. Спасибо. Чё-то я даже на самом деле и не думал об этом. А ведь это настолько на поверхности. То есть Гимлин, он же не какая-то марионетка, которая погоревал и забыл. Он на защиту Эшхолда позвал кучу своих друзей из дворфийского поселения, и все они погибли. О, блин. И я что-то вообще об этом даже не думал. В целом теперь понятно, почему он такой. Он просто горюет. Он не хочет возвращаться к дворфам, потому что он понимает, что он не сможет рядом с ними находиться. Он винит себя, притрагивается к бутылке, к алкоголю. Ну, то есть мы это видим буквально. Так, в итоге зайти мы, кстати, не можем. Ну что ж, тогда, наверное, пойду пофармлю еще немножко. Ведь всем давным-давно известно, лишних спарков не бывает. Так, ладненько, наверное, пора постепенно возвращаться. Прямо сейчас, может быть, я не знаю, с GDH можем поговорить, потому что он там что-то исследовал в страхе. Причем буквально в страхе. Переместиться, измерение, переместиться. О, погляди-ка. О, а я как раз шел тебя искать. Да ладно. Неужели справился со своим экзистенциальным кризисом? А? Не, но запихнул поглубже в свои сны. Уверен, это никак не ударит по мне в будущем. Сарказм. А ты что делал? Узнал что-нибудь интересное?
Да, Беренгарий с Айрисой довели формулу пыли до совершенства, но она все еще не избавляет от заражения. Но Беренгарий сказал, что испытал ее на себе, и с ним все в порядке. Так это же отличная новость. Пыль у тебя с собой? Да, кстати, вот, улучшенная. Что, мне да написать? Ну, да. Тогда пойдем. Что, в смысле, куда пойдем? Ну как, куда? Тестировать пыль на нашем лучшем подопытном. Нет, Джон, мы не можем рисковать Альфредом. Ай, да ладно. Уже рисковал Беренгарий, когда пробовал порошок сам. Интересно, он сыпал его себе на голову или вдыхал? Может быть, даже в десна втирал и... Джон! Что? Лолошка, я прошу тебя, хватит уже вести себя как гиперопекающая мамочка. Насколько я знаю, Альфред — охотник, который не хотел прятаться во сне. Да, но... Что? Что но? Джон, Альфред был одним из первых, с кем я познакомился в Архее. Пойми, я не могу его потерять. Я не знаю, ты, может быть, не заметил, но я не предлагаю тебе его терять. Я предлагаю тебе попытаться ему помочь с помощью уникального средства. У тебя есть уникальная возможность помочь своему другу, но ты почему-то не хочешь ей пользоваться. Из своего эгоизма и, видимо, иррациональных страхов. Решайся уже! Ладно, окей, давайте честно, я как зритель хочу. Я соглашусь, если перед этим мы проверим пыль на другом зараженном человеке. Нет, я не хочу, чтобы с Альфредом что-то случилось из-за меня. Ты прав, я зря переживаю. Ты прав, я зря переживаю. Ну, наконец-то он прозрел. Давай сюда пыль. Нифига себе. Вот возьми. Ну-ка. Интересное решение. Вижу, что они решили немного поменять окислитель. Уважаю. Что? Подожди, ты только что понял это по внешнему виду пыли? Нет, я просто выпендриваюсь. За мной! За мной, Лолошка, за мной! Господи, какой быстрый, да, сейчас, погнали. Альфред, погоди, я хочу посмотреть, куда ты уже всё, цепишь-то? давай, работай. Бога ради! Так. О! Воу! О! Что за черт? О май гад, о май гад, о май гад! О май гад! Так, ладно, это явно не то, чего я... Господи, Джон! Тихо, тихо, Альфред! Альфред! Этого я не ожидал. Очнись, Альфред! Ложка, Эй, Альфред! Джон, надо перевернуть его. Помоги мне. Так. О. Ну, во всяком случае, он еще заражен. Более чем. Что произошло? Почему так темно? Кто-нибудь зажгите огонь! Альфред. Альфред. Ложка? Это ты? Где ты? Тут так темно. Я ничего не вижу. А ну-ка. Альфред, прости. У тебя глаза заросли зараженным проксом, поэтому ты ничего не видишь. Проксом? Да, вы называете это скинт. Так я... Стоп. Я все-таки действительно не понимаю. Альфред, если что, ты спас жизнь Скотту, пожертвовав собой. Я перенес тебя в свое измерение. Здесь заражение замедлилось, а потом мы использовали на тебя особую пыль, которая, кажется, привела тебя в сознание. Значит, я все правильно помню. Спасибо огромное, Ложка. Спасибо? Так ты не злишься на меня? За что? За то, что я притащил тебя сюда, когда ты не хотел. За то, что не убил тебя, когда ты просил. Ты смеешься? Я хотел, чтобы ты убил меня, чтобы я не мог никому навредить. Ты нашел другой способ. Еще и жизнь мне сохранил. Ой-ой. Ой, как темно. Так. О, мое. Так. А когда я снова смогу видеть? Альфред. Да, слушай, мы пока что... Это лучшее, что мы смогли изобрести.
Мы даже не уверены, навсегда ли ты обрел сознание. Не уверен. Нет, нет, пожалуйста. Вы не представляете, что я ощущал все это время. Кажется, представляем. Неутолимый голод. Нет. Кажется, из-за того, что я не прошел воплощение целиком, я не чувствовал голода. Это было что-то другое. Я чувствовал отца. Все это время он как будто заполнял мое сознание. Вся эта агрессия, нетерпеливость, предвкушение. Я не мог понять, что чувствую я, а что является его мыслями и чувствами. В какой-то момент я начал думать и чувствовать, как он. Так, подожди, то есть ты хочешь сказать, ты слышал мысли отца? Я слышал ощущения. Нет, не мысли. Это другое. Но я все равно как будто понимал. Все понимал. И когда я сдался под его напором, я почувствовал жгучее желание убить тебя, Джон. Прости, я не знаю, что это было. Я не мог себя сдерживать. Я хотел раздавить тебя и уничтожить. Потому что это из-за тебя я не смог воплотиться до конца. Умоляю, Джон, прости меня. Эй, тихо, да не напрягайся ты. Слушай, у тебя были свои причины. Я вот хотел убить тебя ради своих экспериментов, если что. Считай, мы квиты. Чего? Да ладно, не забивай голову. Ты лучше скажи, ты знаешь, из-за чего отец испытывает фрустрацию? Что испытывает? Ну, имеется в виду, чего отец ждет? Из-за чего это нетерпение? Из-за того, что идиот Луки никак не может справиться с данным ему заданием. Он упустил важный артефакт по собственной глупости. Он считает, что сможет вас переиграть и получит сразу все. Этот самоуверенный балбес. Угу, понятно. Ну тогда Что? я... Джон, куда ты? Поговорить с кардиналом. Ты, кстати, как, со мной? О, какой выбор. Да, конечно, с кардиналом. Блин, поговорить с кардиналом это круто. Я останусь здесь с Альфредом. Расскажешь потом, что выяснишь. Давай побудем еще немного с Альфредом. Убедимся, что он в порядке. Я останусь здесь с Альфредом, потом расскажешь, что узнал. Ну ладно, дело твое. Чао. Чао. Так, ну, это самый Альфред. Ты выглядишь... ну, как тебе сказать... Шикарно выглядишь на самом деле. Че, мы в итоге как, поговорим или... Или нет? Так, я не понимаю, мне куда... Ложка, ты здесь, да? Спасибо тебе, если что. Давай ты мне покажешь, где тут что. Я же ничего не вижу. И, честно говоря, очень хочется по нужде. Так, окей. Ах уж эта церковная курица должна что-то знать. А, Джон. Теперь я за Джона. Хорошо, что ему так не понравилось в моем сне. Отличный рычаг давления. Так, и где мне искать кардинала в итоге? В твоем сне? Как туда, как попасть? Использовать путеводный скинт. Может быть, здесь? А, стоп! Мы же кардинала переместили в поселение беженцев, точно! Так, ну мне получается, наверное, вот сюда. Это же выглядит как поселение. Ну-ка. О, да-да-да-да-да. Здесь действительно беженцы и... Это кардинал? О, вот он. Эй, кардиналья задница! Сорван. Меня зовут Сорван. Я уже не кардинал. О, а быстро же ты перестроился. Да. Когда все вокруг пялятся на твои нелепые церковные одеяния, не так много вариантов у тебя остается. Зачем я тебе понадобился? Опять будешь допрашивать, да? Да, если придется, буду. Но я вижу, что у нас есть шанс просто на хороший разговор, правильно? У меня не так много времени, Джон. Моя очередь заниматься посевами. Что? Посевами? Да. Нам же надо что-то есть. Подожди, то есть вы собрались здесь основаться надолго? Джон, давай ближе к делу. Обычно это я такое говорю собеседникам. Джон. Ладно. Есть артефакты, которые Луки не удалось достать. Наручи, эльфийские наручи. Как он был зол. Что? Подожди, так он же их получил в какой-то момент, разве нет? Ну да, но не полные наручи.
Так, и что ты имеешь в виду? Наручи — это древний эльфийский ритуальный артефакт. Помимо золотых браслетов, они состоят из особого спрятанного лезвия. Да. Я видел много таких наручей. С помощью нехитрого механизма лезвие выскакивает, ранит, ну или убивает противника, и плавно скользит обратно. Да. Суть в том, что строение этого артефакта обратное. В каком это смысле? Ритуальные наручи использовались для ритуалов. А охотничьи наручи используются для охоты. Может быть, еще очевидных фактов? Так ты все сам знаешь. Чего же ты меня тогда спрашиваешь? Ой, да хватит уже, не ерничай, объясняй нормально. Лезвие в наручах вставлялось со стороны ладони так, чтобы при использовании царапало руки носителя. А, ритуал на крови. Ай, я не понимаю, зачем это надо было эльфам. Кровь же надо беречь. Да, беречь, да. Так а где это лезвие-то, Лукий знает? Примерно да. И что значит примерно да? Оно осталось на месте последней битвы эльфов и людей. Но битва была огромной. Так и мало того, что огромный. Столько времени прошло. Там же все заросло культурным слоем. Я не знаю, что там за слои, но поле-то ничем не заросло. Такой бойни Архей никогда еще не видел. Ни до, ни после. Эй, ты! Да. Ты пернатый, ё-моё, тебя долго вообще ждать? Там вода закончилась, надо к реке идти, а потом поливать. Все пересохнет сейчас. Джон, я больше ничего не знаю. Ладно, иди уже. Надеюсь, ты не соврал. Да, а смысл врать? Ну, кстати, да. Сорван, надо запомнить, теперь его зовут Сорван. Блин, прикольно. Он пытается интегрироваться, потому что он понимает, что... Ну а что ему еще остается? Ничего ему не остается, логично, да? И в итоге лагерь беженцев выглядит как... ну, такая маленькая... Я не могу даже назвать это деревушкой, это прям реально кэмп. Лагерь. Блин, так это получается реально все выжившие. Не так уж и много. То есть те, кто прошли через канализацию, те и выжили. А, еще некоторые, кто использовали порт. Те, кто на лодках уплыли. Что ж, здесь у нас орки, здесь у нас люди. А дворфы, видимо... Нет. Да, я не вижу ни одного дворфа. Так, получается, когда-то была великая битва. Люди против эльфов. И там, на поле этой битвы, на огромном поле этой битвы, кто-то из хранителей золотых наручей на то время потерял из наручей некое лезвие. А это лезвие используется для ритуала. Напомню, что отец, как мы поняли из предыдущей серии, в кошмаре Джона, является эльфом. Ну, либо это опять же неправильно. То есть, может быть, эти кошмары трактуются немного... гиперболизировано. Вполне вероятно, что сам Джон придумал отца в образе эльфа. Что ж, думается мне, мы обязаны найти лезвие быстрее, чем остальные. А еще интересно, что будет с Альфредом. Превратится ли он обратно в тупого зараженного? Надеюсь, нет. На этом мы будем постепенно заканчивать. Вопросов все больше, ответы вроде как тоже даются. Это спасибо. А от вас я, конечно же, не забуду попросить лайк и подписку. Не забывайте, пожалуйста, что вся ваша поддержка — это супер огромный буст к мотивации. Не только сезонно, но и всего канала. На самом деле много-много чего продумывается заранее, и когда ты здесь в моменте видишь большую поддержку, эта большая поддержка может сыграть в будущем, через 2, через 3 месяца, но она точно сыграет. Я думаю, люди, которые смотрят мой канал уже долго и много лет, заметили это. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас. Спасибо. Ну а вот если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Джон Дэйви Харрис и Поселение выживших с историей про некое лезвие, а также более-менее незараженный Альфред. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.